Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать и показать, как вязать вот такой цветок тунисским крючком. Вот сами лепестки связаны тунисским крючком, а обвязку делала обычным крючком. Значит, тунисский крючок я использовала 2 миллиметра, а обвязку 1,75 миллиметров. Вязала из пряжи Yarn Art Tulip в 50 граммах 250 метров. Значит, для обвязки использовала от трансформатора вот обмотку, проволоку. Расскажу, как соединять. Вот я проволоку прокладывала, начиная от низа лепестка по кругу, так вот. И в конце соединяла. Я вам расскажу, как соединять проволоку по кругу. И по такому же принципу соединяется ригелин. Вот у меня спрашивали, как ригелин соединять. Если брать жилы, вот жилы вытаскиваем для шляп. Вот по такому же принципу можно соединить и ригелин в головных уборах. Я вам расскажу. Где можно использовать данное украшение? Вот есть такие заколки, булавки. Вот можно наклеить и на какую-то одежду прикрепить. Можно использовать булавки для волос, заколки для волос. На заколку для волос и будет украшением. Ну, а там уже вам решать, куда применить. По центру лепестков провязала тамбурный шов в 2 нитки. Покажу, как я провязываю тамбурный шов. Ну, в общем, вот такой цветок у меня получился. Тычинки я, конечно, приношу извинения, какие были под рукой, те и поставила. У лилии вообще-то они побольше. Ну, и не знаю, это лилия или гибискус. Ну, какой-то цветок получился. Для начала делаем скользящую петлю. Вывязываем одну воздушную. И эти 2 петли заменят столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь кольцо стягиваем. Вот немного оставьте отверстие, здесь будут тычинки. И под самую первую петлю соединяем. После того, как соединили, вывязываем одну воздушную петлю. Заменят нам столбик без накида. И чтобы знать, в какую петлю соединять, вот так отметим ниткой цветной. Сюда же вывязываем еще один
столбик без накида. Это 2. Под следующую петлю вяжем только 1. 3. Под следующую 2. 4. 5. Под следующую петлю 1. 6. Сюда 2. 7. 8. Сюда 1. 9. Сюда 2. 10. 11. Сюда 1. 12. Сюда 2. 13. 14. Сюда 1. 15. Сюда 2. 16. 17. И сюда 1. 18. И вот под эту петлю соединяем. Вот 18 столбиков без накида у нас с вами получилось. Теперь мы крючок обычный меняем на тунисский. И набираем вот 1 под следующую петлю. 2. 3. 4. 5. И закрываем 1. 2. 3. 4. 5. И опять набираем вот под ножки тунисских столбиков. 1, 2. 3. 4. 5. Опять закрываем 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы должны делать прибавление с двух сторон, с правой стороны и с левой. Делайте прибавление кто как может. Либо между столбиками вот сюда вводить крючок. Мне кажется, здесь дырка будет. Либо вот сюда, между передней и задней ножкой. 2. И теперь за ножку еще раз. 3. 4. 'Здесь предпоследний столбик. Опять вот так. Это уже 5. Теперь за ножку 6. И за столбик 7. И провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь один ряд вяжем без прибавлений. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. И закрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте еще один ряд я вам покажу, как прибавлять. Один есть. Вот смотрите внимательно. Вот вторая ножка, это передняя. И есть задняя, значит, вот прямо вот сюда насквозь. 2. Теперь за саму ножку. 3. 4. 5. 6. Предпоследний столбик. Вот за ножку и насквозь. 7. Теперь за ножку. 8. И сюда в край. 9. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь один ряд провязываем без прибавлений. Причем обратите внимание, вот здесь столбик не теряете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот в конце 8, и здесь будет 9. И опять закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, и в следующем ряду вы опять начнете прибавлять. И так вы делаете расширение, пока у вас не будет 17 столбиков. Ну, это у меня 17. Вы там сами уже сориентируйтесь, сколько вам нужно. Вот набрала я 17 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1, 17. И закрываем. И так закрываем до конца ряда. Закрыла я ряд и без прибавления вяжем еще ряд. То есть в этом ряду у нас тоже будет 17 петель.
Опять набрала я 17 петель. Закрываем сначала одну петлю и потом по 2. И так закрываем до конца ряда. Закрыла я петли, тунисские столбики. И опять набираем без прибавлений. То есть в этом ряду у нас тоже будет 17 тунисских столбиков. Набираем до конца ряда, без прибавлений. Набрала я 17 петель, опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 1, 17. И точно так же закрываем сначала одну петлю, потом по 2 петли вместе. И так закрываем до конца ряда. В итоге по 17 петель, по 17 тунисских столбиков мы провязали 3 ряда. 1, 2, 3. И еще один ряд тоже провяжите, 4-й ряд. Тоже без прибавлений. И так до конца ряда. Набрала я опять 17 тунисских столбиков. Но теперь мы будем закрывать сразу 2 вместе. То есть мы идем на убавление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот эти 2 столбика провяжем вместе. 15. Опять набираем. Вот здесь мы 2 столбика вместе провязали. Вот этим закрыли. Значит, мы теперь набираем вот отсюда. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот здесь мы 2 вместе закрывали, значит мы вот так берем вот одну петлю и вот тут вторую. 15. Теперь мы закрываем только 1 столбик. И далее по 2 петли. Довяжите ряд до конца. Вот довязываю я ряд до конца. Здесь у меня 13, 14, 15. То есть этот ряд я не убавляла. 15. Теперь опять набираем. И вот отсюда. Пятнадцать столбиков. 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот здесь за боковую вот так 15. И теперь мы сразу провязываем 2 петли вместе. В конце тоже 2 провяжете вместе. Довязываю я ряд до конца. Это у меня будет 13 столбик. То есть 2 петли вместе провязала. Теперь этот столбик у нас объединил 2. Вот сюда вводим крючок. И набираем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот здесь 13 будет. Вот эту петлю берем. И вот эту. 13. И теперь закрываем только одну петлю. Один столбик тунисский. Дальше по 2 петли провязываем. В конце тоже закроем только одну петлю. В принципе, тут ничего сложного нет. Каждый ряд вяжется по 2 раза. Вот. Значит, вот здесь 13, 13, потом пойдет 11, 11, 9, 9, 7, 7, 5, 5. И то есть мы идем на убавление по столько же рядов, сколько было здесь. По 2 ряда. Здесь мы начинали 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15, 15 и 4 раза по 17. Вот здесь. И потом убавляем. Дальше вы вяжите самостоятельно. Когда у вас останется 3 петли, я вам покажу, что нужно сделать. Вот у меня уже 5 петель. Теперь закрываем 2 вместе. 1 и эти 2 вместе. Что я вам хотела сказать? Вот здесь, вот 3-й столбик, значит вот здесь. Просто сверху сейчас хорошо видно, а то там можно было потеряться. Вы отметьте контрастной ниткой центральный столбик. В принципе, это можно в любом ряду отметить, но лучше всего сверху, потому что у нас тут обвязка потом пойдет. Вот так. И пусть будет отмечена центральная петля. Ну вот 3 осталось, значит, еще раз провязываем 3 столбика без убавлений. Вот 3, провязываем 1, 2, 3.
И опять набираем. Вот здесь у нас, вот он в центре. 1, 2. И вот здесь с краю будет вот так. 3. Все. И теперь все 3 провязываем петли вместе. Вот таким образом заканчиваем. Значит, эта нитка контрастная пусть остается. Значит, закончила я этот лепесток первый. Вот он. Дальше что делаю? Здесь вообще-то центральная петля видна. Вот от нее, от центра, от верха вниз. Ну, это я так для подстраховки цветную нитку поставила. Дальше что делаем? Вы потренируйтесь. Либо в одну нитку вязать, либо в 2 нитки. Вот, я беру еще одну нитку. Так, хвостик оставляем подлиннее. Потому что это нитка скользящая, и хвостик лучше подальше, побольше оставить. Дальше. Вот в центральный столбик вводим крючок и протаскиваем. Опять на ряд ниже. И протаскиваем. Значит, вот эта нитка мне не нужна. Так, я ее удалю. Вот здесь. Вот. Итак, по центру мы вяжем эту косичку. Во-первых, это дает украшение лепестку. И во-вторых, мы не будем обрывать нитку, делать лишний хвост. Дойдем до низа. Когда вы до низу довяжете, мы перейдем к следующему лепестку. Будем вязать точно такой же здесь. Значит, вы самостоятельно дальше так по центру провяжите косичку. И потом я вам буду показывать. Ну, вот так примерно должно получиться. Вот я до низу довязала. Если вас все удовлетворяет, если все получилось ровно, только после этого нитку дополнительную можно отрезать. Тоже ее оставьте подлиннее, чтобы можно было заправить. Значит, вот у нас что получается. Теперь вот эти 2 петли, 2 нитки провяжем одной, развернемся, перейдем к лепестку, так это затянется. Вот сюда.
перешли. Теперь вяжем столбик без накида. И набираем 5 петель. Вот так переходим. 1, 2, 3, 4, 5. И опять вяжем лепесток. 1, 2, 3, 4, 5. И еще раз провязываем. 2, 3, 4, 5. Вот и вяжем точно такой же еще один лепесток. Затем опять же берем нитку дополнительную. Точно так же провязываем, доходим до низу и вяжем еще один сюда лепесток. То есть у вас их будет 3. После того, как закончили этот элемент, мы должны обвязать все лепестки столбиками без накида и проложить проволоку. Значит, вот у меня есть от трансформатора обмотка, проволока. Вот она бывает такая, бывает толще, бывает вот такая тоненькая совсем. Это я не знаю уж сколько тут надо, во сколько жил ложить ее. Она очень тонкая. Вот. И заодно я вам расскажу, меня многие спрашивают, как ригелин соединить в шляпе. Вот я вязала шляпу с бантом. Здесь прокладывался ригелин в 2 жилы, по-моему, если мне память не изменяет. И была связана шляпа а-ля капор. То есть поля только впереди, сзади нет полей. Вот только спереди. Значит, вы возьмите несколько жил, вытащите, там 1 или 2, в зависимости от толщины. Как это делается? Значит, вы берете ригелин. Укладываете. Вот представим, что это ригелин. Вот, уложили, оставили запас. Сделали 1 петлю вокруг ригелина. Эту часть загнули и обвязываем дальше столбиками без накида. Или чем вы там будете обвязывать. Это в том случае, если поля не полные. То есть поля только где-то в одной части. Вот сзади у меня нету. Доходим до другого края полей. Тоже оставляем хвост. Здесь обвязываем. Сворачиваем ригелин.
И еще обвяжем, то есть сделаем закрепку. Если у вас поля по кругу, тогда здесь принцип соединения какой? Можно, как я уже кому-то объясняла, трубочками, термотрубками соединять. А можно тоже вот так петлю сделать, закрепить, загнуть ригелин, обвязать. Дальше по всему периметру полей вставить ригелин, обвязать, оставить запас и тоже сделать петлю и вот так соединить и обвязать. И у вас будут поля держаться. Это для ригелина. Значит, я надеюсь, понятно. Если знать, еще раз повторю, если поля не полные, вот как здесь, то делаем вот таким образом ригелин, прикрепляем, затем загибаем и обвязываем. Но мы с вами непосредственно будем обвязывать лепестки лилии. Что еще хочу сказать? Бывают такие нитки, которые сыпятся. Вот начинаешь вязать, они сползают. Вы отмотаете какую-то часть нитки, и чтобы она не разматывалась, резинкой закрепите. Вот так. Потом опять снимите, отмотаете кусок нитки и опять закрепите. А то она у вас вся соскользнет. Либо можно вот как закрепляют шпильками. Вот одну шпильку возьмете и закрепите нитку. Надеюсь, это тоже понятно. Все, я ложу клубок. И нитку я здесь не обрезала. И мы с вами будем обвязывать. Вот у меня петля осталась. Берем проволоку. Петлю немного вытяните. Теперь, как делаю я? Значит, конец проволоки вот куда-нибудь в петлю введите, в одну, потом в другую, как я рассказывала. Вот смотрите, ввели. Сделаем одну воздушную. И в следующую петлю, вот смотрите, если вязать под петлю, тут может дырка образоваться, отверстие, да? Если за полупетлю, тоже вытянется. Так вот, вам нужно крючок вводить в самый верх петли, вот сюда. И тогда, видите, задняя нитка еще захватывается. И вывязывать столбик без накида. Вот мы закрепились. Теперь проволоку эту, так же как и ригелин, зажимаем. Потом можно будет плоскогубцами еще поджать. Все, загнули. И можно сюда еще один столбик без накида провязать. Так, есть. В следующую петлю, вот в вершину, провязываем только один столбик без накида. Так, потом это у нас закроется в следующую петлю. 2 столбика, 1. И сюда же второй. В следующую петлю только 1.
А в следующую петлю, прям в вершину, провяжем 2 столбика. 1 и сюда же второй. Опять 1, вот сюда в вершину петли. А сюда 2. Ну, так, раз. И еще 1. Два. Вот. И у вас будет обвязка с проволокой. Когда вы дойдете до верха, сюда, растяните сразу, чтобы у вас петли, столбики хорошо легли. Подтяните. Ну, я вам покажу. И вот здесь сверху мы будем вязать столбик без накида, затем столбик с одним накидом, столбик без накида. И будем обвязывать в обратном направлении точно так же, как мы заканчиваем здесь. Если мы закончим здесь в петлю 2 столбика, значит отсюда тоже пойдут 2 столбика. Если будет 1 столбик, значит здесь будет тоже 1 столбик. И вот так обвяжем. Ну, когда дойдем до верха, я вам покажу. Так, здесь у меня 2 столбика. Значит, в эту петлю я провяжу только 1. Вот, дошли до вершины. И вот сюда провязываем столбик без накида, столбик с накидом, и столбик без накида. И в следующую петлю вяжем именно то количество столбиков, которые мы закончили перед вершиной. Вот у меня был 1. Значит, мне нужно 1 провязать. Вот теперь здесь смотрите, как вам удобно браться с этой стороны. Если петля не вытягивается, то можно под петлю. Дальше у меня будет 2 столбика. Вот смотрим 1. И сюда же второй. Затем 1 столбик. Видите, петля вытягивается. Вот так сверху заходим в вершину петли и вывязываем. Значит, когда вы доходите до вершины, растяните, чтобы у вас все было нормально. Вот так вытяните. И только после этого обвязывайте вторую сторону. Ну все, надеюсь, понятно. Вот такой лепесток будет.
И полностью все лепестки обвязываем. Когда дойдете до того места, откуда мы начинали, вот здесь проволоку крепите. Я вам покажу, как ее в конце закрепить. Еще раз. После того, как закончили обвязывать проволоку, откусите небольшой кусочек, оставьте. И вот этот хвостик в петлю вот сюда проденьте. Вот так подтяните. Но смотрите, чтобы вас лепесток не стянуло. Так. И в обратную сторону загните. Точно так же поступают с ригелином. То есть делают петлю, я уже об этом говорила. И потом, когда вы закончите, допустим, поля шляпы обвязывать, тоже вставляете, загибаете и обвязываете. После того, как вы обвязали проволоку соединением, значит, нитку оставьте подлиннее. Ну, это я так решила. Сейчас объясню для чего. Вот нитку оставьте. Так, здесь мы сделаем узел. Так. Вытащили. Теперь берем наши заготовки, вот так укладываем по центру. Лепестки между лепестками располагаем. И эту длинную нитку вставляем в иголку. И фиксируем, чтобы они не болтались. То есть просто-напросто пришиваем. И вот так пришиваете. Теперь вставляем тычинки и сзади находим нитку, которая отвечает за стягивание кольца начального. Правда, в лилии тычинки подлиннее, ну, что было под рукой, то и использовала. Вот, ну, вообще-то, по идее, по-моему, тычинки у них больше. Ну, что было, то и прикрепила. Все, теперь стягиваем кольцо, закрепляем все это дело и придаем форму лепесткам. Дальше продаются вот такие булавки стальные. Вот. Видите, они бывают желтого цвета и бывают белого. Вот сюда клей намазывать, прикрепить, и будет у вас брошь на платье или там на любую одежду, будет такой аксессуар. Ну, форму придаем. Ну и теперь мы должны придать форму нашему цветку. Что мы делаем?
Вот так собираем. Вот так внизу. Немножко так вот зажали. И дальше расправляем. И вот эти сверху 3 у нас. И 3 снизу. Ну, в принципе, вы уже сами сообразите, как вам расправить. Как их разложить. Может даже вот так побольше. Ну, примерно так. Там уже, как говорится, хозяин-барин. Кто как разложит лепестки, у того такой цветок и получится. Вот можно даже вот так соединить. В общем, экспериментируйте. Ну, таким образом. Можно раздвинуть. Решать вам. Ну и как я сказала, значит, вот здесь лучше зафиксировать. Нитками обвязать, обмотать, чтобы форма была. И на заколку, на, как их тут пишут, булавки стальные. Вот, на стальные булавки. И приклеить. И будет заколка. Можно на заколку для волос. И волосы украшения. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.